На прошедших выходных завершился четвертый тур итальянской волейбольной суперлиги. Что интересного происходило в этих поединках, мы сейчас с вами обсудим. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! После двух прекрасных побед на Пиченце и Трентино, результаты Вероны пошли на спад. И если поражение от Перуджи было закономерным, то вот провала в матче с Таранто мало кто ожидал. Но два эти поединка объединял один факт, а если быть точнее, то не лучшая игра Рока Можича. Если раньше приходилось переживать лишь за прием на уморе Кейта, то теперь еще и словенец стал обузой команды в этом элементе. Не смог тренировщик найти свою подачу, а ведь за счет этого элемента Вероне удавалось хоть как-то выходить вперед. Особенно это было заметно в первом сете, где серии подач Сапожкова и Кейта создали большой гандикап. В атаке Можич также был не очень агрессивен. Когда словенец был на передней линии в концовке тайбрейка, то именно тогда Таранто и удалось держать соперника и добиться победы в матче. С таким приемом Вероне сложно будет рассчитывать на что-то серьезное, потому что комбинировать в таких условиях сложно, поэтому часто приходится сражаться с групповым блоком. Самым результативным игроком встречи стал Максим Сапожков, на его счету 22 очка. Статистика остальных игроков будет на ваших экранах. Если Таранто после плохого старта сезона смогло удержать 2 победы подряд, то вот Сиена так и не познала этого приятного чувства. В этот раз они без шансов уступили Пиченце. Даже несмотря на неплохой прием и неплохие условия для атаки, у гостей все равно ничего не получалось в завершающей стадии. Где-то активно мешал блок, где-то просто не везло, а где-то и банально не хватало мастерства. У гостей в этой встрече не играл Риччини, так что с атакой все у них было прекрасно. Самым результативным игроком матча стал Юрий Романо. Итальянец набрал 16 очков. Статистика остальных участников встречи будет на ваших экранах. Дальше у нас состоялась куда более напряженная битва. Модена на домашней арене принимала Милан. И достаточно логично была победа гостей в первом сете, когда они вели 5 очков к середине игрового отрезка, а затем и 4 очка в концовке. Но за это время игроки Милана успели ошибиться во время выполнения передачи, а также несколько раз коснуться сетки. Так что первый сет ушел к хозяевам. Второй игровой отрезок был очень похож на предыдущий, но в этот раз Милан смог избежать невынужденных ошибок в конце, и поэтому достаточно уверенно добился победы и сравнял счет в матче. Модена к третьему сету решила продемонстрировать, что и она способна владеть инициативой. Хозяева с первых же мячей захватили преимущество и в дальнейшем держали комфортный отрыв в 3-4 очка. Гости много ошибались на подаче, а также не были надежны в атаке, поэтому все закономерно закончилось победой Модены. Четвертый сет был очень равным и напряженным. Ближе к концовке Лагумзе и его подача смогли добыть комфортное преимущество своей команде, что могло гарантировать им победу в этом матче. Но достаточно быстро счет из 20-16 превратился в 21-22, а эйс и атака Жана Патри и вовсе смогли перевести матч на тайбрейк. Французский диагональный был очень продуктивен и в пятом сете. Именно его игра позволила Милану уверенно себя чувствовать в концовке. Несмотря на все трудности, хозяева смогли отыграться со счета 11-14. Но этого оказалось недостаточно, и Марко Вителли изящным эйсом завершает этот матч. Самым результативным игроком матча стал Адис Лагумзе, набравший 28 очков. Вся остальная статистика по традиции уже находится на ваших экранах. Четвертый тур был богат на пятисетовые поединки. Матч Трентино и Чистерны не стал исключением. Гости, как и Перуджа, до сих пор не знали горечи поражения в этом сезоне. А здесь им как раз предстояла серьезная проверка. Пусть Трентино в этом сезоне не показывает прежней игры, с возвращением Рикардо Сбертоли они должны были показать приличный уровень. Спад Трентино во многом связан с неудачной игрой Алессандро Микелетто. Если у доигровщика не полетит подача, то пользы от него не так и много. Итальянцев сперва заменили в концовке первого сета, а затем и в середине третьего. И как раз выход Жаворонка смог кардинально изменить ход игрового отрезка. Хозяева отыграли 4 очка, и в длительной перестрелке именно подача Донована принесла Трентино победу 35-33. Воодушевленный таким успехом, подопечные Анджело Рензетти резко понеслись вперед, создав впечатление, что сейчас матч и закончится. Но все же не зря Чистерна находилась на первом месте. Боевой дух этих ребят вызывает уважение, так что все в этом матче должно было решиться в пятом сете. На тайбрейке также все решалось в напряженном сражении. Команды шли ноздря в ноздрю. Трентино лишь в самой концовке удалось сделать небольшой рывок, которого хватило, чтобы нанести первое поражение Чистерне в сезоне. Самым результативным игроком матча стал Матей Козийский. Доигровщик настолько был рад видеть Сбертоли, что набрал 30 очков. Статистика остальных игроков будет на ваших экранах. Так что теперь в Италии осталась всего одна команда, которая продолжает одерживать победы во всех своих матчах. Несмотря на то, что Перуджа первый сет Падове проиграла, дальше дьяволы не оставили им ни единого шанса на успех. В первую очередь за счет своей подачи, а также за счет прекрасной игры Симоне Джанелли, который вновь потрясающим образом использовал своих атакующих игроков. Особенно эффективно работали центральные, которые просто не оставляли шансов на успех в защите соперника.
В этом матче был неудержим и Камиль Рыхлицкий. Он и стал самым результативным игроком встречи, записав себе в актив 23 очка. Вся остальная статистика уже находится на ваших экранах. Самый неожиданный результат у нас получился в завершающем матче 4-го тура, где Монца, которая проиграла первые 3 матча в этом сезоне, разгромила действующего чемпиона Италии Лубо Чивитанова. Гости, похоже, еще не оправились от тяжелейшего поединка против Трентино в четверг. Чивитанова раз за разом отыгрывала большое отставание по счету, но провалы в приеме не позволяли им надеяться на итоговую победу. А когда того требовала ситуация, то надежен был Георг Грозер, который забивал самые важные мячи в концовках. Но в третьем сете подающие Монцы просто уничтожили прием соперника, так что им удалось нанести одно из самых болезненных поражений для Лубы за последние сезоны. 25-12 это очень серьезно. Несмотря на то, что самым результативным игроком матча стал Георг Грозер с 20 очками, звание MVP получил Стефан Мар. Статистика остальных игроков, как обычно, будет на ваших экранах. Сейчас на ваших экранах находятся результаты всех матчей уикенда, а также вынесенный поединок 5-го тура, обзор на который я делал ранее. Ссылку на него я оставлю в подсказках. А вот и турнирная таблица, которую единолично теперь возглавляет Перуджа. Чистерна, несмотря на первое поражение в сезоне, все еще находится на 2-м месте. Монца и Модена пока находятся вне зоны плей-офф. А вот расписание матчей на эту игровую неделю. Лубо Чивитанова и Перуджа сыграют матч 11-го тура в четверг, а в выходные нас ждут всего 4 поединка, потому что Лубо и Трентино уже сыграли, а матч Перуджа-Модена пройдет в декабре. Если вы уже поставили лайк, то напоминаю, что с ноября все видео на русском языке будут выходить на Яндекс.Дзен и Рутуб, либо всего за 100 рублей в месяц вы можете смотреть эти видео в моей группе Telegram или будучи спонсором на этом YouTube канале. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.